Счастливо вам. Благодарю за гостеприимность. Если останетесь, проходи. Ладно? Хорошо. Оттуда, где речка идет, с той стороны площадка, там люди жили. В то время ни дерева, ни балки, ничего не было. Поэтому они придумали вот так сделать. Sono ospite a casa di Japon, un artigiano nativo del posto, costruisce queste torri cecene in miniatura. Печал. Как у вас пришла идея заниматься в строительстве таких башен? Я с малых лет, когда я маленький был, бараны пасли. Постоянно я камни собрали, что-то дом сделал, башни или мельниц, или что-то сделал постоянно. Сколько вам требует строить такую башню, например? Месяц. Ci vuole circa un mese per costruire una di quelle torri. Mi ha insegnato tanto, soprattutto come essere pazienti, come ogni piccolo gradino che si mette, poi alla fine si costruisce una strada poco alla volta. Отсюда около 350 хозяйств выселили. Вот сегодня вот так стоит. Visitando le rovine della città vecchia che si trova più giù, persone iniziano a ritornare, però chiaramente ci vuole un grande investimento, grandi sforzi economici per rimettere tutto questo al suo antico splendore, comunque al suo fascino. Ci sono queste mura, queste rovine, questa natura qua attorno, si sta in tranquillità, in pace, non c'è nessuno, si può immaginare come si viveva un tempo. Le case sono abbastanza alte, hanno più o meno 2 piani. Sto facendo un piccolo trekking nei dintorni di Shikaroi. Ho incontrato questo bellissimo lago ghiacciato con lo sfondo di queste montagne. Sulla neve fresca sopra il lago ci sono delle orme che portano a dei fori, da questi fori partono come delle ramificazioni. Спокойные люди, они мало. Каждый человек, когда рождается, он выбирает каждый по-своему идет по своему пути. Одни бывают вояки, одни бывают работяги, одни бывают путешествия, истории вписываются, истории рассказывают, все бывает. Голова дал, глаз дал, ухо дал, сердце дал,
и все дал, что надо делать, руки дал, ноги дал, надо работать. Вот примерно смотри здесь. Вот еще, говорит, 200 хозяйств, каждое хозяйство было по 3 хозяйства, около 500 чем-то хозяйства было здесь, понимаешь? Эти люди картошкой сажали, картошкой выращивали, и жили, а весь скот был вот этой территории. Сейчас, видишь, один я здесь живу. Молодежь уходит в равнинные места, но завтра опять они будут подниматься. Почему? Всю болезнь там, всю гадость там, они будут болеть потихоньку. Как всю жизнь этот был, в деревне возвращались люди. И будет возвращаться. Пока по своим рукам не будет работать, людей будет болеть. Своим рукам будет они выращивать картошку, лук, все мясо, все по природе, они болеть не будут. Как раньше, 120-140 лет люди будут жить. Без природы человек нету, не будет. Сейчас вот этот интернет, вот этот телефон, мелифон, вот этот туда-сюда, там кушает природный. Этот все парниковый всякий брод кушает и болеет, они все равно придется остаток возвращаться в свои деревни. Ну, кто-то создал вот эту землю, все вот это. Но кто создал? Кто может ответить? Суши стал вот этот. Почему он суши стал? Почему сейчас зима, земля отдыхает? Простой пример. Вот это. Примерно лето просыпается, как русские и писатели наши говорят. Не просыпается в свое время вот этот должен удобрение быть. Понимаешь? Без удобрения растения не бывает. Вот это вырос, уже рост на мой, и он падает осень. Ты должен знать, ты по природе родился, ты должен по природе уходить. Старики говорят, 1 секунд лишний ты на свете жить нельзя. Где отец родился, дедушка родился, у меня вот этот, вон, видишь? И я и там женился молодой. Эта жена меня 8 детей родила, этот 8 детей проигрыванию учится, понимаешь? Вот такое положение он. Я сам даже не женатый был, когда я сюда поднялся. Понимаешь? Богатый сказать, тогда, когда советский власть, у меня было около 120 тысяч, я когда поднялся здесь. Деньги здесь роль не играют. У человека это самая главная ответственность. Волки совсем много, людей мало. Они пока человек не трогал здесь. Но сейчас на скотину они нападают, поэтому отходить нельзя. Гуляй, здесь интересные вещи много есть. Но вечером или туда, или обратно уходить. Это приедешь, здесь очень интересным бывает. Любое время я здесь бываю. Меня не бывает, дети бывают. Ночевать место есть, все есть. Давай. Очень приятно. Gli incontri più belli sono quelli inaspettati. Questo posto sembrava deserto, invece ho incontrato l'unico abitante di questa zona, Abubakar. Mi ha mostrato quello che è il suo mondo, il suo modo di pensare, di vivere, di affrontare questa vita, di affrontare il mondo. Sono molti lupi e di notte potrebbero attaccare, quindi è meglio rientrare prima che faccia buio. Salirò fino a lassù prima di rientrare indietro, da lì si apre un bel panorama. Sono salito lì sopra qua e poi tutto questo. Si sente che sto affannando un poco. È una salita abbastanza impegnativa. Per giunta siamo anche in quota, quindi manca aria. Quello lì è il confine della Russia con la Georgia. Quelle vette più o meno sono intorno ai 4200-4500 metri. Quella zona non è possibile accedere perché è una zona di frontiera e quindi ci sono le guardie di frontiera che se ti vedono ti rimandano indietro.
Siamo rientrati a Scicarò, tutto a posto prima che fa buio. C'è un cane che mi sta dando il benvenuto, un cane pastore. Salam alaikum. Как? Песенка.